Всем привет! Сегодня у нас будет самый обычный влог. Один день из жизни в Польше, но, возможно, не самый обычный, не самый простой, потому что я сегодня хочу затронуть тему медицины в Польше. На самом деле, тема медицины нас уже последние пару месяцев не отпускает. Сегодня я расскажу подробнее, да, что у нас происходит, вообще, в принципе, как здесь медицина устроена, потому что мы сегодня отправимся как раз-таки к врачу вместе с Адрианой. У нас назначено время. Приглашаю вас пойти вместе со мной. И заодно поболтаем, обсудим, что вообще у нас происходит уже последние пару месяцев. К слову, вот эта гора лекарств на нашем острове просто здесь прописалась. Только я убираю все эти лекарства, снова приходится их доставать. Так что уже на постоянной основе они здесь последние пару месяцев лежат. Я себе делаю завтрак, потому что нам уже скоро выходить. Андряшка уже покушала. Кофе сделаю, возьму, наверное, с собой. И будем ехать. Вообще, эта тема такая долгая, но я постараюсь не затягивать и коротко рассказать, потому что именно тема, которую я хочу обсудить, той болезни, которая нас преследует, она тянется еще, я не знаю, ну, может быть, до переезда в Польшу еще. Кстати, смотрите, у вас тоже детские календари открывают. Весь декабрь. Это Димин календарь, это Адрианин. У Миланы точно такой же в ее комнате. Ну, такая интересная история. Дети это как игру воспринимают. Им нравится. До переезда в Польшу у нас с Димой были такие небольшие проблемы. Держи. Пей. У него были вопросы с аденоидами, и мы, получается, их вырвали в Беларуси. И операция как бы не сильно сложная, вырвали под общим наркозом, вырвали аденоиды, и Дима перестал у нас просто болеть. У него был кашель такой лающий, систематический, то есть каждая болезнь кашель, и эти болезни были очень частые. Потом мы переехали в Польшу, не сразу, буквально вот может последний год у Миланы началось. Насморк постоянный. Иногда он где-то затихает, этот насморк. Атюшка, давай еще лекарство. Иногда он где-то затихает, этот насморк. Опять начинается, она бедная мучается с ним, мне ее жалко. Мы смотрели ее, водили ее к лору в Беларуси. Иди сюда. И в Беларуси сказали, что у нее тоже увеличенные аденоиды, нужно их вырывать. Приехали в Польшу, ходили здесь к лору, и здесь вообще все по-другому. Вырывать мы планируем Милане аденоиды, но просто что в Беларуси мы этого сделать не можем. Сейчас, идешь, подожди. В Беларуси мы не можем этого сделать, потому что у нас нет просто на это времени. Поэтому решили делать это в Польше. Чтобы вырвать аденоиды в Польшу, нужно направление, да, от врачей, чтобы врачи сказали, что да, ей нужна операция. Мы ходили к лору, я ходила к лору. Про этого лора это вообще отдельная тема, я вот чуть-чуть попозже расскажу. Это такой лор странный, очень, честно, врач во Вроцлаве, Адюшенька, оставь. И он сказал, что она здорова, ей ничего не надо. И ничего я ему не могла доказать, переубедить. Все, здоровый ребенок, что вы придумываете. Вот сейчас у нас с Адрианой последний где-то месяц, она уже третий раз, ну где-то может 1,5 месяца, она уже третий раз болеет отитом, ушки. Воспаление уха одного, и отит проходит, через 2 недели снова начинается. Она пила антибиотики, врач назначал ей антибиотики, когда был первый отит. Мы думали просто отит, врач назначил антибиотики на 10 дней. Она их пропила. Отит прошел, мы пришли на контрольный осмотр к доктору, и доктор сказал, все, она здорова, можете прекращать там все лечение. В итоге через 2 недели после этого она снова заболела отитом.
Причем неделю из этих 2 нас не было дома с Владом. Мы как раз улетали в Турцию, с ней была бабушка дома, и в садик она не ходила. Мы приехали, она там, может, 3-4 дня походила в садик и уже начала жаловаться снова на боль в ухе. Мы снова идем к врачу. Врач не хотела, естественно, повторно давать антибиотики ей, сказала, там, пшикалки в нос, какие-то сиропы. Понаблюдаем ее какое-то время, приходите через пару дней. Через пару дней у нее как бы все прошло, у нее уже не было боли, ну, никаких симптомов, ни температуры, даже насморк практически ушел. И как бы все, да, пошло в лучшую сторону. Прошла опять там 1-1.5 недели, снова она на боль в ухе жалуется. Короче, непонятно, это 3-й раз у нас отит, или это еще 1-й отит недолеченный, и вообще отит ли это, потому что вот с многими людьми уже здесь общалась, у кого похожая ситуация, в общем, говорят, что это связано с аденоидами. И вот как раз-таки мы сегодня идем к лору с Адрианой, идем к платному лору, потому что бесплатный лор еще очень далеко, а она жалуется на боль в ухе. Идем к платному лору, посмотрим, аденоиды это все-таки или нет. Если честно, я уже очень устала вообще от всего этого, потому что я дома одна, и, соответственно, все вот эти походы по врачам ложатся на мои плечи, потому что Влад на работе. А когда Влад дома 1 неделю, то дети не болеют, и по врачам ходить практически, ну, в основном не нужно. Вот буду сейчас идти к лору и на своем ломаном польском объяснять нашу историю. Надеюсь, все получится. Буду, конечно, если это аденоиды, просить направление на операцию, но маловероятно, что нам ее дадут. Вот, так как здесь, в Польше, сразу вот так вот на операцию вообще не назначают, не направляют. Тут нужно им убедиться, что она действительно необходима. В общем, про лора, ларинголога во Вроцлаве. Я не буду говорить, в какой поликлинике, в какой клинике, да, он вообще работает, как его зовут, но просто я в шоке, насколько надо быть... Я в шоке вообще, что он врач, потому что, он работает по НФЗ, да, принимает бесплатно, и можно сказать, что мы давали ему много шансов. Почему? Потому что нам не понравился там 1-й, 2-й прием. Но мы понимаем, что все мы люди, да, все бывает, но каждый раз какая-то история. К слову, у него был Влад с отитом, очень воспаленный отит, осложненный. Влад был. Потом я ходила к нему с Милашкой. Тоже по поводу аденоидов, чтобы их вырвать. И я должна была пойти к нему с Адрианой, но не попала, и слава богу. И сейчас вот коротко расскажу, что это за врач. И я, вот честно, если бы могла бы, наверное, кто живет во Вроцлаве, меня смотрит, рекомендовала бы к нему вообще не ходить. Но, наверное, так будет некрасиво, поэтому говорить не буду, кто. В общем, когда ходил к нему Влад, у него ухо, чтобы вы понимали, было затекшее от отита. И он ему говорит: у вас все хорошо, езжайте на работу. Влад говорит: нет, я не поеду на работу, дайте мне больничный, у меня отит. Нет, у вас все нормально, вы можете работать. В общем, пока Влад не настоял, не ругался, а так, знаете, строго настоял, скажем. Тогда только этот врач сказал: окей, хорошо, одолжение сделал. Потом ходила к нему я с Миланой. Я ему говорю, что в Беларуси нас смотрел лор, и нам дали заключение, что Милане нужна операция на аденоиды. Он ее посмотрел, там уши, нос, горло, все посмотрел, сказал: так у нее все хорошо. Я говорю: посмотрите еще раз, ей нужна операция. Нет, у нее насморк, говорю, постоянный. Ну, у нее, наверное, аллергия. Я говорю: нет у нее аллергии, мы проверялись. Ей нужна операция, дайте, пожалуйста, направление.
У нее нет никаких показаний для этого, у нее все хорошо. Просто пшикайте нос морской водой, промывайте, дышите там ингаляторами, и насморк ваш пройдет. Сложно было ему что-то доказать, и я такая, ладно, окей. И я вышла и понимаю, что, ну, как бы тут ловить нам нечего. К слову, это был, да, врач по НФЗ, и на прием к нему, вообще по НФЗ к врачам, надо ждать долго. И это был единственный врач, которому не нужно было долго ждать. Может быть, поэтому, кстати, по сравнению с другими врачами по НФЗ, не надо большую очередь ждать к этому врачу, потому что люди уже просто знают, какой он. И потом с Адрианой история. И с Адрианой, получается, Влад записал нас вот к лору по НФЗ бесплатному. Я не знала, к кому он нас записал. Просто поехала в назначенный день, в назначенное время по назначенному адресу. И только когда я приехала, я поняла, что мы пришли к врачу, к этому мужчине. Боже, и получается, мы приехали с Адрианой, немножечко опоздали. Это потому, что было раннее утро, 6:50 утра, назначено было время наше, а мы там где-то в 7:05 приехали. Да, мы опоздали, я это как бы понимаю, принимаю эту ситуацию, что в этом плане мы не правы были. Здесь в Польше опаздывать к врачам нельзя. Вот если у тебя запись, то надо точно по записи приходить. Здесь даже если ты опоздаешь, тебя просто могут не принять. Но есть человеческий фактор. Мы не первый раз опаздываем к врачу здесь в Польше, к врачам. Разные были ситуации. Ну и как бы человеческий фактор играет роль. Врачи просто говорят, ну окей, так получилось, мы все понимаем, ждите тогда просто свободное окно, если будет, мы вас примем. Ну как бы как по живой очереди. А этот врач, я пришла, чтобы вы понимали, в коридоре не было вообще людей. Не было очереди, пусто, раннее утро, даже на парковке машин было мало. И он говорит, нет, я вас не приму, вы опоздали. Я говорю, пожалуйста, ребенок маленький, 2 раза уже отитом болела подряд. Ну, посмотрите ее быстро. Нет, я не буду смотреть, вы опоздали. Я ему говорю, ну, у вас нет в коридоре людей, нет очереди, никого нет у вас сейчас на прием, ну, примите нас, пожалуйста. Я там, наверное, 100 раз ему, пожалуйста, говорила. Благо, мне хватило польского все это ему сказать. Спасибо моим курсам по польскому. А он говорит, нет, я вас не приму. То, что нет в коридоре людей, это не значит, что я не работаю. Я была в шоке. Мы ушли, мне было так обидно, я заплакала после этого. Так мне было обидно, а потом, знаете, ехала домой и думала, может, оно и хорошо, что так получилось, потому что он бы назначил бы, например, какое-то не такое лечение, или вообще бы сказал, что у него все хорошо, что вы сюда пришли. Поэтому хорошо, что так произошло. Вот, все, что не делается, то к лучшему. Поэтому мы вот решили записаться сейчас к платному врачу, едем, потому что бесплатные врачи другие, которые именно принимают таких маленьких деток, там ждать 3 недели, месяц и больше, а то и даже год. Едем к платному, цена врача 300 злотых. Мы уже с Адюшей едем, да, Адюша? К слову, я не хочу сказать, что в Польше все врачи такие, как вот этот ларинголог, мужчина, который нам попался по НФЗ. Мы столько времени потратили своего на него с надеждой на то, что он нам поможет, но не случилось, не судьба. Просто такие случаи бывают. Просто нужно понимать, что такие случаи бывают, что не все врачи супер классные, что вот есть вот такие вот случаи, и нужно просто тщательно выбирать врача, там, не знаю, если это частный врач, то обязательно читать отзывы на сайте, когда выбираете, ну, потому что тут все индивидуально, все по-разному, причем каждый врач может чуть ли не разный диагноз поставить и разные препараты назначить для лечения. Вообще тема аденоидов, мы про нее просто узнали еще, когда первый случай с Димой был в Беларуси. И поэтому не то, что мы прямо, знаете, такие ничего не понимающие родители, сказали как бы отит, там, и отит, сказали там аллергия, и значит аллергия.
Нет, как бы мы прекрасно понимаем, как работают аденоиды, да, вообще, как они именно там у детей устроены, до какого возраста они. Поэтому мы уверены, что у Миланы и у Адрианы как раз-таки вот вопрос с аденоидами. Только я единственное не понимаю, почему. Неужели это такая частая, вообще распространенная проблема, потому что вот у меня 3 детей, и у всех 3 аденоиды получается. Я как-то, знаете, раньше не задавалась этим вопросом, а тут просто я в шоке. Еще есть в Телеграме группа родителей во Вроцлаве. И когда я туда зашла, почитала, сколько же там родителей с детьми, у которых такая же проблема, как у нас. И все они во Вроцлаве живут. Тоже аденоиды. И я такая, боже, неужели это такая реально частая тема? Как-то раньше вообще об этом даже не задумывалась. И вот здесь в Польше не направляют на операцию вот так вот легко и быстро. Спрашивала у других вот в чате, что им сказали, вот даже платные врачи, тоже многие ходили к платным ларингологам, сказали, давайте полгода понаблюдаем. Просто зачем? Зачем полгода наблюдать? Вот это я не понимаю. Ну вот, я попала в пробку. Замечательно. Просто посмотрите, красным светится такой большой кусок дороги. Надеюсь, не опоздаю. Зачем просто ждать, да, полгода наблюдать? Ну просто я вот это вот не понимаю. Если ребенок мучается, в общем, мне кажется, вот вырвать аденоиды и забыть, как страшный сон, вот это вот все, прекратятся вот эти бесконечные лекарства, и буфены, и бупрофены, сиропы, пшикалки, всякие капли в нос, потому что Адриана, ну, она вообще герой просто, я ей нос пшикаю, она вообще уже привыкла. Мне кажется, просто лекарства пить и все эти пшикалки уже даже не капризничает. Вот как Дима, например, наш. Вырвали аденоиды. И сейчас человек счастлив, и счастливы родители, потому что у нас, чтобы вы понимали, его вот эти кашли были настолько частые, и они доходили прямо до приступов, когда сложно дышать. Было пару раз в Беларуси, когда мы прямо скорую помощь вызывали и ночью, когда у него кашель начинался, лающий, и ему не хватает в этот момент воздуха. И врачи вкалывали ему такой гормон. Сказали еще, что помогает, например, тогда зима была еще, помню, когда мы вызывали скорую, сказали, вот сейчас холодно на улице, голову на холод, то есть прямо открыть окно и вытащить ребенка в окно, так сказать, да, тоже помогает прийти в чувство. Ну и у нас всегда в холодильнике, в шприце было лекарство гормональное на всякий случай, чтобы в такие приступы вколоть ему. Плюс он дышал всегда ингалятором, куда мы капали вот этот гормональный раствор. Вот этим раствором дышал. Ну, это же тоже ничего как бы полезного и хорошего, вот эти все гормоны. И когда мы вырвали аденоиды, мы просто забыли про все это. Мы выбросили все эти шприцы, все эти гормональные капли. Человек живет, не болеет практически вообще. Ну просто прелесть. Вот так бы с Милашкой и с Адриашкой. Милаша, бедная, уже год мучается с этим насморком. Мне ее так жалко, особенно по утрам. А тут все говорят, и даже педиатр говорила, ну, это у нее аллергия. Ну, какая аллергия? Ну, не аллергия это. С Адрианой вот примерно то же самое. Ну, посмотрим. Может быть, ну, сейчас, если врач подтвердит, что это аденоиды, дай бог, чтобы дала направление, а не просто сказала, давайте полгода понаблюдаем. 300 злотых заплатить как бы за то, чтобы тебе сказали, что это аденоиды, когда я и так и сама это знаю. И назначили другие капли в нос там, и другой сироп, ну просто зачем? Почти $100 прием, понимаете? Мне кажется, за эти деньги тут уже должны все для тебя сделать. Мама така ситуація. Адріана już 2 razy хворала запаленням уха. І teraz також ma ból w uchu. I kiedy był pierwszy raz, ona piła antybiotyki 10 dni. Wtedy jak było to zapalenie? Tak. 10 dni.
То помогло, але по 2 tygodniach zapalenie wróciło. Okej, czyli to zapalenie ostatnio było tak w połowie listopada jakoś? Ostatnie, a tam nie wiem kiedy ostatnie, bo ona jak cały czas chorała. Nie wiem, to jest trzecie zapalenie ucha, albo to Czyli jest... tak ciągiem teraz idzie, tak? No tak, tak. 2 tygodnie przerwy i Tak, znowu. i znów. Tak, 2 tygodnie. Okej. Nie wiem, co to jest, ale mam na uwadze, że to może być migdaliny. Jak to po polsku? Migdaliny? Że od migdałka, tak? Tak. Od gardła. Myślę, że to jest migdałka. No. Bo taka sytuacja podobna była z synem w Białorusi. I w Białorusi doktor mówiła, co to jest migdałka i potrzebna operacja. I kiedy zrobili operację, to syn już przestał boleć. Tak chorować. Tak, tak. To było u syna trzeci migdał, te boczne też usuwane, czy... O, nie pamiętam. Może być, Okej. bo to było 4 lata temu. No, teraz te antybiotyki, które teraz były, pamięta Pani, co to były za Antybiotyki Amotax? Amotax, так, Amotax. Вышли мы от врача. Смотрите, Адриане наклейки дали, шарик ей подарили. Да? Хороший доктор-врач? Добрый? Хороший? Да? Смотри, какой шарик тебе новогодний. Это печенька или это мороженое такое? Новогоднее, да? Сейчас посмотрю, да? Ну классно, ну пойдем. Это шарик, ну конечно, какой печенька, мама. В общем, вот что значит, да, платная медицина, да, 300 злотых. Но так все понятно объяснили. В общем, Адриане камерой ушки смотрели и камерой нос смотрели. Такая специальная камера, такая трубочка длинная, не очень приятная процедура, когда в нос, но она нужна была. И на конце этой трубочки как бы камера, чтобы посмотреть третью миндалину. То есть боковые вот здесь миндалины у нее в порядке, а третья миндалина, которая находится там глубже, она увеличена, воспалена примерно на 60% вроде бы. И она сказала, она не, как бы не все так плохо, но и не хорошо. И она назначила лечение, поменяла нам лекарства, нужно снова пить антибиотики. Как я ей говорила, направление на операцию она не хотела давать, якобы давайте антибиотики попьем, потому что у нее правое ухо красное, сильнее воспалено. Пойдем, идешь, чтобы убрать это воспаление. Но я настояла, говорю, у нас у сына была такая же ситуация. Она говорит, да, и он перестал болеть. Я говорю, да, перестал болеть. И, в общем, как поупрашивала. Я просто ей рассказала нашу ситуацию. Говорю, у нас уже был опыт. И она решила нам дать все-таки направление на операцию. Она сказала не спешить, сначала вот это лечение выполнить, посмотреть изменения и потом уже идти на операцию. Но в любом случае здесь она сказала, именно во Вроцлаве вам придется ждать около 2 лет. Представьте, 2 года операцию. Поэтому она посоветовала идти где-то в другие более мелкие города, ехать, может быть, под Вроцлавом что-то. В общем, буду держать вас в курсе, да, по нашей ситуации. Я честно скажу вам, я была в шоке от своего уровня польского. Я разговаривала, да, где-то с ошибками, понятное дело, там где-то окончание неправильно, но у меня вообще не было страха, вы представляете? Я разговаривала без переводчиков, я не вбивала в чат GPT, как это перевести, я просто разговаривала и сама обалдела, что я прямо аж тащилась от того, что у меня получается. И разговаривала так прям предложениями большими, рассказывала ей. Все понимала, что она говорит. Может быть, она тоже старалась, знаете, более простыми словами мне все объяснить. Вот когда она делала бадание Адриане, она мне все показывала, все объясняла по миндалинам, по уху, как это все происходит там, почему так, а не иначе, например. Я все поняла, вы представляете? Какая я молодец, я прям горжусь собой. Ну и вы за меня погордитесь, напишите в комментарии, Женя, ты молодец.
Мне очень понравился этот доктор. Боже, какое отношение реально. Во-первых, такая, да, частная клиника, она небольшая. Мы туда зашли, там все так красиво, елочки новогодние стоят на такой, как ресепшн. Там женщина сидела, улыбаются, здравствуйте, вы можете проходить. Такие прям, вот прямо чувствуется, ну, блин, за что платишь 300 злотых? Отношение, конечно, очень приятное. Я там была одна, то есть нет никаких очередей вообще, кроме меня, там людей больше не было. И вот нас посмотрели, никуда не спешили, типа быстрее, быстрее, потому что очередь за вами, там еще один человек, например, нету здесь такого. Меня спокойно посмотрели, на все мои вопросы ответили. Я попросила сфотографировать, кстати, вот, может, вставлю фотки, сфотографировать и третью миндалину, и уши. Да, без проблем, пожалуйста, сфоткайте. Уши сфоткала, а потом забыла сфотографировать третью миндалину, но она уже выключила свой компьютер, уже там пошла мне выписывать рецепты со скированием. И я такая вспомнила, говорю, а можно, пожалуйста, сфотографировать третью миндалину? Она, да, конечно, без проблем. Встала, включила снова компьютер, загрузила его, открыла фотографию, нашла. Вообще просто отношения обалденное. Вот то чувство, когда ты заплатил почти $100, но понимаешь, за что ты их заплатил. Вот. Сразу чувствуется такая разница. Адюша шарик перепал. У тебя очень красивый шарик. Очень красивый. Ну, а сейчас еду в сторону дома. Надо мне работать. И надо, наверное, заеду в аптеку заодно, чтобы купить все эти лекарства, которые она назначила. Интересно, на какую сумму они выйдут. Ну что, я уже сходила в аптеку. Купила все по рецепту и покажу, сколько это стоит. Вот эта гора лекарств. И по чеку у нас вышло 279 злотых за все лекарства. Ну и плюс прием врача 300 злотых. Также она, кстати, делала Адриане баданник, который стоит 50 злотых. Посадила Адриану дышать ингалятором. Получается у тебя? Дышишь? Молодец! Молодец! Лекарства я купила и только сейчас поняла, что одни капли для носа нам не дали. Вот эти вот Наривент. В общем, надо будет ехать опять в аптеку покупать. И уже с завтрашнего дня, как раз 5 число у нас завтра, буду все это давать, удобно будет подсчитывать. Так как Адюша сегодня в садик не ходила, да, то пойдем на танцы, да? Вот сейчас у нас сколько? 2 часа 15 минут, в 4 часа поедем на танцы. Адриана ходит на танцы 1 раз в неделю по 30 минут. И вот послезавтра, в субботу, выступление на сцене. Я постараюсь снять. Адриана впервые будет выступать на сцене, танцевать. Они там учат всякие танцы, да, под песенки танцуйте. Так что сниму, покажу вам. Думаю, будет очень интересно, что она там выучила. Потому что мне она не показывает. Но будет, значит, сюрприз. Значит, так интереснее даже. Ну что, я Адюшика уже завезла на танцы. Она танцует. Я жду ее в машине. Полчасика танцы будут длиться. И потом забираю ее, едем домой. Скажу, подрезюмирую наш поход к врачу. В общем, мне так понравился этот доктор. Так, ну, просто я ее понимала. Она все понятным языком рассказывала. И она меня понимала. И у нас такой, знаете, матч сложился, что мы с Владом подумали и решили Милану тоже завести, показать ей. Так как Милана уже записана по НФЗ к бесплатному ларингологу на 16, по-моему, декабря. Но мы решили, что, значит, пойдем к ней. Я записалась через неделю, сегодня 4, на 8, получается, декабря записалась. Предупредила я Милану, что надо будет пройти процедуру, когда вот этот шланг с камерой суют в нос. Не очень приятная процедура, но она это все делает так аккуратно, так бережно, что ну, максимально прям. Потому что, когда делала на Адриане, кстати, эту процедуру,
Я, по-моему, упустила этот момент. Она ей запястье помазала кремом. Я спрашивала, что за крем, она сказала лидокаин. И сам наконечник вот этого как бы шланга, да, с камерой, она тоже помазала так обильно вот этим кремом с лидокаином. И из этого, получается, все получилось и легко, и заодно как бы и обезболило все. Вот, поэтому думаю, что Милане этот вариант будет точно лучше, потому что тот врач, по НФЗ врач, он лидокаин не использует. Ну, просто берут такой же аппарат, просто и суют в нос. Ну, я думаю, это больнее. Поэтому пойдем туда, к ней. И дай бог, и Милане дадут направление в больницу на операцию. Воспользуемся мы этим скерованием или не воспользуемся, уже покажет время. Пока что вот Адриану буду лечить по рецепту, который она выписала, вот эти все лекарства, что я купила. Месяц посмотрим, как пойдет, и посмотрим, что с Миланой будет. Вот. Так что такая информация. Мне очень понравилось. Вот прям очень. И вот рекомендую всем идти к платным частным врачам, если вас не устраивают бесплатные врачи по НФЗ. Но опять же скажу, что есть очень классные, крутые врачи по НФЗ бесплатные. И тоже очень бережно относятся к своим клиентам, аккуратно там проводят процедуры и так далее. Но тут все опять индивидуально, к кому попадешь. Вот нам лично не очень удачный врач попался, ларинголог, поэтому у нас выбора не было. Мы пошли к частному врачу. Да, заплатили деньги, но это тот момент реально, когда ты понимаешь, за что ты заплатил вот эти вот почти $100. Не просто на ветер выбросили деньги, а реально получили результат, который хотели. Напишите в комментариях, вы предпочитаете как лучше, ходить по НФЗ к бесплатным врачам или ходить к частным врачам на прием. Это быстрее, но зато там качество, например, лучше, но зато это стоит немаленьких денег. Вот интересно почитать ваше мнение. Ну а также будет интересно узнать, так как меня смотрит много поляков, куда поляки ходят: к частным врачам и платят за каждый прием по 300 злотых за первичный прием, или ходят тоже по страховке бесплатно. Очень интересно почитать, как это делают поляки. Так что тоже пишите в комментариях, я обязательно прочту. Ну а мой влог подошел к концу, я буду с вами прощаться. До новых встреч, всем пока-пока.